друзья! Сегодня с вами Вероника и Роберт Адзиашвили. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, Роберт. И мы продолжаем нашу серию выпусков по медицинскому страхованию в Америке. Это очень важная, животрепещущая тема, которая, конечно, не может быть раскрыта полностью в одном интервью. Это наш третий эпизод. До этого мы рассказывали о том, какая история происхождения медицинского страхования в США. Рассказывали про Обамакер. Ссылки на эти видео вы сможете найти внизу под этим видео. Но сегодня мы хотели бы поговорить с вами о том, что все-таки Трампу, Роберт, я бы хотела узнать, что Трампу удалось изменить в этой системе Обамакер в 2019 году. И получилось у него какие-то свои изменения продвинуть в Конгрессе. Да. Здравствуйте, дорогие зрители, дорогие слушатели. Здравствуйте, Вероника, еще раз. По поводу то, что происходит сейчас в здравоохранении. Дональд Трамп, президент, который 2 года назад был избран народом, он поставил перед собой цель. Цель заключалась в том, что одна из целей заключалась в том, чтобы изменить систему здравоохранения, не только внести поправки к закону Обамакер. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня он сталкивается с сопротивлением в Конгрессе, в основном от демократов. Может быть, какой-то маленький процент республиканцев тоже с ним недовольны. Больших изменений, как вы видите, он внести пока не смог, за исключением того, что он отменил штраф людям, которые отказываются покупать страховку через систему Обамакер. И в связи с этим, или я бы сказал, даже результатом стало то, что появились альтернативные планы к страховке. Но они не связаны с Обамакер. Обамакер существует, как был раньше. То есть это отдельно, это не в системе Обамакер? Не в системе Обамакер. Скажите, пожалуйста, а раньше существовали такие планы или это абсолютное новшество для Америки? Те планы, которые появились недавно, они довольно-таки похожи на планы, которые были до Обамакера. Они считались как бы традиционными планами. И еще до того, как президент Клинтон внес какие-то изменения в здравоохранение или в системе здравоохранения, когда он начал предлагать уже групповые планы, где покрывались все лечения, связанные с хроническими заболеваниями также. Я хочу вам сказать, дорогие телезрители, что до этого мы называли эти, как это называется, нетрадиционные планы Trump Care. Так что если иногда мы будем такую терминологию употреблять, вы уж нас простите. Роберт, и скажите, а кому вы все-таки тогда посоветуете использовать вот эти традиционные планы, или, как вы их назвали, лимитированные? Или... Да, по сути, они лимитированы, когда вот само слово Affordable Care Act, с чем связан Obamacare, говорит о том, что affordable, оно доступно не с точки зрения цены, но доступно всем людям. Это лечение. Даже тем, которые имеют хронические заболевания. Affordable Care Act называется «Доступная медицина всем». Роберт, подскажите, и чем же эти альтернативные планы лимитированы? Чем их основное отличие от, вот как вы говорите, от планов Obamacare, Affordable Medical Act, доступное медицинское обслуживание, основное различие? Вы знаете, эти планы, они действительно лимитированы, но у них, по сути, они отвечают на требования тем, которые здоровые люди. А те, которые имеют хронические заболевания, они не дают покрытия. Например, приведу пример.
психиатрические заболевания не покрываются раковые заболевания, не покрываются заболевания, связанные там с сердечными заболеваниями, повышенный холестерин или повышенный сахар не покрывается и так далее и тому подобное. Роберт, тогда я сразу вам задам вопрос. Скажите, а если человек не болел раковыми заболеваниями и вообще мало болел, приобрел этот план, и там через несколько месяцев выяснилось, что вот у него такая гадкая болезнь есть, как в этом плане работают вот это медицинское покрытие? Если обнаруживается серьезное заболевание в процессе того, что человек имеет страховку уже, скажем, он купил страховку, и через месяца 3 или 4 обнаруживается, что у него есть проблема, врач поставил диагноз, значит, первые 12 месяцев это заболевание покрываться не будет. Но если человек остается со страховкой, тогда на 13-й месяц страховая компания начинает покрывать его расходы, связанные именно с этими заболеваниями. Роберт, и роды, как я понимаю, тоже не покрываются этими альтернативными планами, или я ошибаюсь? С родами, вы знаете, с родами отдельная история. Потому что люди, как правило, которые собираются рожать, они здоровые дамы. В основном здоровые люди. Но страховые компании на себе не хотят брать риск по одной причине. Причина заключается в том, что во время родов могут быть какие-то серьезные осложнения. Человек может попасть в серьезные осложнения. Или во время родов может родиться неполноценный ребенок. Поэтому роды не покрываются. После родов, будучи 2 месяца после того, как женщина родила ребенка, женщину могут взять на страховку, если она здоровая уже. И ребенок родился полноценный, они и женщину возьмут на страховку, и ребенка возьмут на страховку. И будут покрываться обслуживание, осмотр ребенка, и вакцинации, и все остальное. Роберт, тогда скажите, а что же тогда покрывается? Визиты к врачу покрываются этими планами? Эти страховки предлагают ограниченные покрытия. В некоторых случаях покрытие менее ограниченные. Например, есть такие компании с планами, где покрываются до 10, и в некоторых случаях до 11 визитов к врачу в год. Это то врачи есть специалисты. Эти альтернативные планы, они тоже друг от друга отличаются? Я правильно понимаю? Зависит от компаний, которые предлагают эти планы. Есть несколько компаний, которые предлагают эти планы. Одни предлагают лучше покрытие, другие более ограниченные покрытия. Да. И цена на эти страховые планы зависит от того, что они покрывают, а что нет? Или не зависит? Или это зависит от компании? Зависит. Например, есть компании, которые дают везде одинаковые покрытия, но цена зависит у них от того, максимальная, скажем, если человек попадает в госпиталь, одним планом страховка оплачивает до $3000 в госпиталь в день, а другим планом до $5000 в госпиталь в день. Зависит от плана, который они берут. Роберт, подскажите, а какие у нас тогда, вот, чтобы я понимала и наши зрители понимали, какие суммы идут ежедневно на оплату госпиталя? Вы, наверное, знаете из опыта и своих клиентов, сколько выставляют им госпитали, допустим, в нашей Пенсильвании, за день нахождения там. Вы знаете, это очень легко проверить. Вы можете зайти на Google и набрать
Просто любой госпиталь задать вопрос, сколько стоит получасная палата в госпитале в день. И они на этот вопрос ответят. На этот вопрос вам ответят. Ну, в среднем, я думаю, в нашем штате Пенсильвании цены средние. В некоторых штатах на юге они дешевле. В Нью-Йорке немножко дороже, в Чикаго, может быть, немножко дороже. Но у нас в среднем получасная палата сегодня стоит от $2500 до $3500 в день. Спасибо большое. Это не включает, да. Кстати, это не включает комнаты реанимации, это не включает операции, это все отдельно. Скажите, а планы, вот, о которых мы сегодня говорим, они покрывают комнату реанимации и покрывают ли они операции? Или это опять же зависит от плана, который вы выберете? Зависит от плана, который вы выбираете, и также зависит от компании, потому что некоторые компании даже комнату реанимации не покроют вам, а есть компании, которые покроют. Я знаю компанию, которая может покрыть комнату реанимации до $10 000 каждый день. Это максимально, если не ошибаюсь, там не то 30 раз в году, 30 дней в году они покрывают по 10 000 каждый день. Роберт, подскажите еще тогда, у меня такой вопрос. Когда мы говорим об этих планах, мне очень интересно понимать, в связи с тем, что у моего мужа работа сейчас связана с длительными поездками по другим штатам, эти планы работают на территории других штатов или они работают, если вы купили в Пенсильвании, только на территории Пенсильвании? Вы знаете, если вы берете, скажем, я приведу ради сравнения, вам приведу пример. Скажем, вы берете страховку через Obamacare, и вы попадаете в закрытый нетворк HMO или Managed Care, как они называют. Это страховка, которая дает региональные покрытия. Оно покрывает в регионе, где вы расположены. Но за пределами региона оно только может покрыть ЧП или emergency, как они говорят. Да. Есть планы, PPO-планы, тоже, вот если вы берете план через компанию через систему Obamacare, они PPO, открытый нетворк, относительно открытый, но во всех штатах они покрываться не будут. Они могут покрыть вам, если вы проживаете в Пенсильвании, может быть, в Пенсильвании более-менее покрываться будет везде. Вот если в Нью-Джерси или в Делавере, тогда уже немножко сложновато. Хотя в Делавере или в Нью-Джерси эти штаты граничат с Пенсильванией, и вы можете уточнить у вашего лечащего врача или в медицинском центре, аффилируются ли эти компании в Нью-Джерси с вами или нет. Если какие-то определенные центры входят в аффилиацию с вами, тогда, скорее всего, покрываться будет. Если нет, значит, расходы вы берете на себя. Это с Obamacare, система Obamacare. Но страховки, альтернативные страховки, и некоторые из них дают покрытие PPO, открытый нетворк. И некоторые из них даже работают на национальном уровне. Значит, вы можете пользоваться страховкой в любой точке США, в любом штате. Скажем, вы купили страховку в Пенсильвании, и вы хотите лечиться или сделать поход к врачу во Флориду или в Калифорнию. С этими страховками вы можете обращаться в любом штате. Да, и страховая компания будет покрывать ваши расходы. Роберт, еще такой вопрос, вы его немножко подняли. Если случается какой-то emergency, когда вы находитесь в этом плане, это emergency будет от чего? Оно вообще будет покрываться или нет? Emergency покрываются, но, как правило, emergency покрываются. Скажем, я вам приведу пример. Если человек попадает в автокатастрофу, первые расходы на себя берет автостраховка. Автостраховка дает какие-то определенные покрытия во время emergency. Потом человек ложится в госпиталь. Вот тогда ваша медицинская страховка начинает уже принимать участие. И имея страховку, альтернативную страховку, и
каком бы штате вы ни попали в аварии, скажем, в Калифорнии или в Чикаго, или в Нью-Йорке, или во Флориде, после автостраховки ваша страховка уже будет принимать участие в покрытиях ваших расходов. Будет ли это операция, будет ли это какие там посещаемость госпиталя и так далее и тому подобное. То есть планы на emergency распространяются. Роберт, подскажите, а что касается детей? Дети могут приобрести страховку с родителями. Они должны быть совершеннолетние, 18+, чтобы купить страховку отдельно. Но если они до этого возраста, значит, они берут страховку с родителями. Да. Роберт, подскажите, пожалуйста, примеры сумм, которые люди тратят на эти планы, что эти планы покрывают, вот более конкретно по деньгам, чтобы наши зрители понимали. Да, вот если мы приводим пример, опять-таки, берем такие компании, как Blue Cross или Aetna, или AmeriHealth, или Horizon, которые предлагают планы под шапкой Обама, под системой Obamacare. И альтернативные планы, которые как бы соревнуются с ними, но только в маркете или в рынке здоровых людей. Цены действительно крепко отличаются. Если здоровая пара с 2 детьми берет страховку по 40 лет каждому, страховка, альтернативная страховка для здоровых людей может стоить в рамках $600, 550 в месяц. Это на всю семью. На всю семью. И мы сравниваем то же самое через Blue Cross. Blue Cross может стоить $2,500 до $3,000 на семью. Это колоссальная, конечно, разница. Да, это разница большая. Тем более, если мы сравниваем одинаковые нетворки, медицинские сети, потому что в основном альтернативные планы идут как PPO. Если мы сравниваем через Blue Cross планы с нетворком PPO, цены, конечно, очень астрономически высокие. Роберт, скажите, пожалуйста, я так понимаю, что альтернативный план, в отличие от системы Obamacare, не привязан к вашему доходу. Я правильно это понимаю? Да, к доходу только привязаны планы, которые предлагаются через Affordable Care Act или, как в Америке называют, Qualified Health Plans. Те планы, которые в рамках Qualified Health Plans, вы можете их приобрести, но если они очень дорого стоят и действительно они дорогие планы, налоговое управление выдает вам субсидии. Ну, в смысле, если вы платите, если вы платите налоги, значит, вам полагается налоговый кредит с налогового управления. И это может работать как субсидия в некоторых случаях. И оно может вам в существенности снизить вам расходы. Скажите, пожалуйста, еще такой тогда у меня вопрос к вам, Роберт. Сколько бы я ни зарабатывала, если я выбираю, я знаю, что я здорова, муж здоров, дети здоровы, и если я выбираю эти альтернативные планы, если я их могу купить за $700, даже если я зарабатываю в месяц $500 000, я все равно могу тратить только эту сумму и не обязана платить больше. Да, это стандартные цены, за которые вы платите за страховку. В смысле, если страховка сама стоит $700, вы именно платите $700, вам никаких субсидий не полагается, как я вам сказал. Это не входит в рамках Qualified Health Plans. Те планы, которые входят в рамках Qualified Health Plans, они стоят в 3, в некоторых случаях 4 раза дороже. Но в таких случаях, если вам разрешается, вы отвечаете на требования получить налоговые субсидии,
оно вам снизит эту сумму от, скажем, от $3000 в месяц, может быть, до $1000 в месяц, может быть и меньше. А если у вас доход превышает тех планков, в которые вы должны попасть, тогда, к сожалению, вам придется платить именно эту сумму $3000 в месяц. Хорошо. Дорогие наши телезрители, я надеюсь, для вас это была очень полезная информация, потому что, вы знаете, существенная статья расходов в Америке – это медицинское страхование. Роберт, я ж не ошибаюсь, я как живущий здесь. А подскажите, последний у меня тогда такой вопрос. Люди, которые здесь находятся по учебным, туристическим визам, они могут приобрести эти страховки? В некоторых случаях страховые компании разрешают людям купить эти страховки, если они приезжают на долгий срок, скажем, учиться на 4 года, и у них есть место проживания. Скажем, если человек приехал с Белоруссии или с Украины, или с России и решил учиться в стране 4 года, поучиться в стране, у него есть где остановиться на 4 года, он может купить эту страховку, да, там проблем нету. Они во многих случаях даже не спрашивают social security number и статус гражданства не спрашивают. Если, с другой стороны, человек приехал только на 2 недели или на 3 недели, тогда мы можем предложить страховки для туристов, медицинские страховки для туристов, которые в рамках этой страны покрывают неплохо для туристов. Отлично. Я сделаю такое маленькое резюме, а Роберт меня поправит, если я в чем-то ошибаюсь. Я так понимаю, что вот эти альтернативные планы, которые пришли вместе с Трампом, эти планы для людей, которые уверены в своем здоровье, которые не хотят переплачивать деньги за, грубо говоря, свою страховку. Вдруг завтра со мной что-то случится, и мне понадобится крупная сумма денег на медицинские расходы. Я правильно это формулирую сейчас? Все правильно, да. Поэтому я еще раз хочу вам сказать, дорогие наши телезрители, когда вы выбираете медицинскую страховку, особенно в Америке, обратитесь к брокеру, обратитесь к страховому агенту. Я знаю, что Роберт, допустим, за свои услуги не берет деньги с вас и не возьмет деньги с вас, да? Но он за то, как и многие другие брокеры, он вам объяснит, он вам поможет сделать оптимальный выбор той страховки, которая вас не разорит, и той страховки, которая вам подойдет. И я считаю, что это очень важно для этой страны. Я вам хочу всем сказать спасибо, что вы нас смотрите. И мы увидимся в следующем эпизоде, потому что у нас еще много чего есть вам рассказать. Я правда говорю, Роберт? Все правильно. И в заключение я тоже хотел бы пару слов сказать. Дорогие зрители, дорогие слушатели, ключевым вопросом является все же то, что человек, который должен купить медицинскую страховку или страховку вообще, он должен быть достаточно информирован в том, что он перед тем, как он делает какие-то решения, он должен получить достаточно информации и быть информирован в покупке. Для этого мы с нашей стороны мы вкладываем максимальные усилия, чтобы наш клиент, потенциальный клиент, был информированным клиентом, и звоните нам, мы вам поможем. Чем больше информации у вас будет, тем легче вам будет принять решение. Потому что многие из нас русскоязычные, и мне, допустим, очень тяжело разговаривать с американоязычным брокером, поэтому я и беру интервью у Роберта. Я хочу сказать всем, я не могу сказать общины, но всем русскоязычным гражданам, которые проживают на территории Пенсильвании, Нью-Джерси и Нью-Йорка. А я хочу рекомендовать Роберта конкретно. И даже потому что лично для меня, Роберт ответил на многие вопросы, и мне стало хотя бы понятна общая система и как это в Америке работает. Спасибо, Роберт, большое. Спасибо и вам, до новых встреч. До встречи. До свидания.